Добрый день, Виктория. Привет. Сегодня я хотел бы посмотреть это событие, смерть Навального, что произошло и почему это произошло, а также по возможности помочь Алексею расторгнуть контракты и подняться в хорошее пространство. Тогда Ну, полетели? меня, да, полетели. Меня больше всего интересует вопрос, он умер сам или его убили? Ну, конечно, да, То, что рассмотрим. убили, это однозначно, потому что все время. Но меня тоже интересует вопрос, почему он вообще вернулся Из с Германии. Германии? Зачем ему нужно было умирать, если он там мог сделать намного больше пользы? Что это за программа у него такая? Можем спросить и это. Хорошо. Да, да, конечно, что его там в общей сложности год держали в карцере. Конечно, это преступление, а сейчас это, мне это кажется, что это вообще а, казнь на показ, чтобы другие боялись. То есть это уже как будто бы власть перешла все границы, всем Да? показала, у нас не будет уже больше никаких, мы ничего не боимся, мы вот раскрываем о себе всю правду, какие мы есть, людоеды. Мгм. Что кто-то только пикнет. То есть люди должны понять, что, конечно, один в поле не воин, но один против всего народа противостоять не может. У него тоже была команда. И сейчас люди, которые продолжают его дело. И где они? Ну, каналы есть, ведут, Ну, я расследования, тебе скажу, поддерживают. когда Гонгадзе убил Кучма, Мгм. это же тоже власть по наследству перешла откуда с в Украине взялась эта власть? Она перешла с Советского Союза по наследству, это коммунистическая мафиозная власть. И вот Кучма убил Гонгадзе. Так сколько протестов было, сколько всего было, шума. А где эти протесты в России? Были протесты и Болотное, сколько людей по этим КПЗ, по этим автозакам закрывали, сколько этой шумихи, силовики людей Болотная– травили, это что? запугивали. Ну, площадь. А, Болотная– это что за имя такое? Ну, Где так это она? называлась, по-моему, площадь. Сейчас я могу посмотреть, где это. Так Москва тоже называется болото. Ну, в переводе Москва– это болото. Болотная набережная. Площадь в Москве Понятно. расположена, район Якиманка на острове Балчук. Понятно. В общем, Все лежит на поверхности, только люди внимайте, да, то есть смотрите и слушайте, что происходит, Виктория, ты в эфирном пространстве. да, Что ты видишь? тюрьму, Мгм. дверь такую, решетку. Мгм. Слышу клацанье замков, Мгм. шум какой-то. Хорошо, Виктория, давай найдем тот момент, когда умер Алексей Навальный. Это событие. Ну, когда его убили, я сразу увидела какой-то шприц, и это сейчас тоже вижу. Ам, шприц. Мгм. Кто-то набирает, ну, вот большой шприц. Мгм. Потом его как-то как будто бы кольнули в шею, вот сюда. Он как-то взял, ну, рукой схватился, а потом у него так, Мгм. Задыхаться стал, да? да, Мгм. Хорошо. Так. Ну, хорошо, Виктория, найди в эфирном пространстве эфирное тело Алексея Навального. На счет 3. 1, 2, 3. но я вижу, он сидит на окне, Мгм.
Он Мгм. говорит, а тут окна нет. Я вижу, что это как будто бы проем для окна, но с улицы это забито или закрашено, решетка. И он как-то на этом окне почему-то сидит над этой кроватью. Там такое маленькое помещение, и о, там такая кровать, ну, если это можно кроватью назвать. М, И Нара. Мгм. да, и там какая-то дырка в уголку. Мгм. Мягко скажем, туалет. Да. Так, Спроси у Алексея, можно ли с ним пообщаться, поговорить с ними. Ну, вот смотри, я с душами не общаюсь, но М, считать информацию могу, мгм, потому что да, я смотрю, это он выглядит, его душа, мгм, выглядит как ангел, который сидит, крылья опущены, и ноги все в черной энергии и крылья. И он сидит вот как этот, задумывается вот так, да. мгм, Почему-то вот мне идет, что он на этом окне сидит. И он говорит, это я постоянно слышала уже, меня убили. мгм. Спроси его, кто его убил. Сейчас я посмотрю. Там Да, целая посмотри, Виктор. цепочка. Мгм. Давай сами посмотрим. Там я захожу в тот момент, когда он был еще жив. Но я М, вижу, что он лежит, считывается в карцере. Он как будто бы это ночь была. мгм, Сейчас я посмотрю, да, это ночь. Вот луна, как будто бы, мгм, небо темное. И приходит какой-то человек, почему-то на нем как будто бы вот эта форма СС черная. мгм. Так, Считывается как надзиратель. А, что он делает? другие стоят, 2 еще, стоят возле двери. Мгм, Это зашел. Он, в форме СС, точно как, эсэсовцы. мгм, Фуражка такая. Ну, наверное, это метафора такая. мгм. Что они делают? Я вижу, что Алексей сел на кровать, этот тоже пододвинул, стул, такой, как табурет какой-то. Сел. Алексей спать хочет, невыспанный. И вот так руки опустил и что-то говорит. Этот на него напал, орет на него. И Мгм, я вижу, что вот, наверное, в этот момент, потому что вот такая черная рука, это как бы не Навального, а такая как программа, хватается вот сюда за шею, вот там, где вот эта вена. Но я вижу, что его поволокли, спешно поволокли в какую-то комнату. мгм. Потом я вижу, что его по лицу бьют. Вот так сюда и сюда. Мгм. И буквально его приволокли как будто бы на коленях. Так. Какие дальше ключевые события? Ну, свет яркий.
В М. комнате светло. Его посадили на какой-то стул. Это была там табуретка, а сейчас стул с таким этим Мгм. со Работ спинкой. спинка. Мгм. Что они от него хотят? Я слышу карусель событий, но там я вижу, что происходит какое-то странное. Включаются как будто бы софиты, яркая лампа, и кто-то снимает. Это там как будто бы на такой стойке камера стоит. Мгм. На него направлен этот свет, и там, где этот свет, вот там оттуда камера. Мгм. Потом я вижу, что вот так как-то у него вот это все красное, и он как будто бы, или он, или кто-то ему рубашку вот так срывает. Я вижу его вот без рубашки, вот грудь, но она очень сильно красная почему-то. И вот здесь вот эта черная точечка, вот здесь именно. Мгм. Левое А, плечо у шеи. да, эм, это вот этот шприц, да, этот М. шприц. Это в какой момент, произошел этот укол? В карцере, когда он сидел, или позже? Сейчас я посмотрю. Мгм. Оно как-то все вот так вперемешку. Ну, он снова, он там сидит и говорит так: "Меня убили". И Мгм. я его спросила: когда его убили?" Ну, так. Ну, как будто бы вот, когда он был в карцере, вот там ему укололи Кололи. что-то. Мгм. Да. Вот, потом его повели, и потом вот это, такой луч света и видеокамера. И, они какое-то как бы признание с него выбивают, что ли. Э, Берут вот так такой лист, бумаги, и дальше они передают. Я вижу, с этого момента идет как в сектор магии, и дальше идет цепочка. Так, кто-то набирает телефон, а, Мгм. и говорит убить. Это отдали приказ. Да, я Кто на слышу то убить. кто Вот на этот той стороне? человек, он как будто в черной этой, то ли это, да, оно считывается как камуфляж. То есть Мгм. они там это для считывания, у них как камуфляж стоит. Так, приказывает ему, кто уколол, снять все защиты на снятие магии колдовства, убрать иллюзии, отвечать, кто он такой. Появляется какой-то человек, как будто бы в тельняшке, эм, толстый, рыжие волосы такие какие-то, лысоватый. Мгм. Так, как его имя? Приказываем отвечать, как его зовут. Ничего не идет. Так, а кто он? Мгм. Кто он такой? Посмотри, Виктория. У него то ли кличка такая, то ли что, эсэсовец. Мгм. Но выглядит как бомж какой-то. Какая-то Хм. эта майка, тельняшка, без рукавов, какая-то странная. То есть это в эфирном плане он так считывается, как какой-то бандит, М. бездомный, какой-то странный тип.
Мгм. Приказываем отвечать, что он вколол Алексею. Он мне говорит, не боись, ничего я не уколол. Сейчас я посмотрю. Мгм. А, Так, я замораживаю, хочу посмотреть, Мгм. что это было. Так, Что это за энергия в шприце? ам, идет вот так, идет, вижу такой, как какая комочек темно-красный, считывается тромб, но тромб как будто бы образовался, это кто-то говорит из сектора магии, то есть это, я слышу, навязанное мнение. А Пропаганда. внутри на самом деле М. там какое-то идет, как свечение металлическое такое. Ну, я вот это слышу раз 5 уже. Воздушная эмболия. М. Но если бы ему укололи воздух, то он бы умер сразу. Ну, через несколько М. минут. Тем Мгм. более, если сюда, то сердце бы остановилось очень быстро. Ах, так. Я вижу, М. что этот, какой-то шарик металлический, от него, вот так, от этого укола пошла энергия, как спица, прямо в сердце. Так, сейчас я хочу посмотреть, когда он умер, сколько это на часах было, и когда и Мгм. где он умер. Посмотри, Виктория, когда и где это произошло. Я вижу, что в секторе магии появляется такой пузырь белый. Такого я никогда не видела. Вот такой пузырь. Сейчас я считаю, что это. Я вижу, что оно отбивает считывание энергии. Сейчас я им приказываю снять защиту. Они нарушили Коны жизни. Вселенной, да. Мгм. Приказываем убрать все их иллюзии, защиты, ложь и обман. Я вижу, что он идет, и у него ноги подкашиваются. Так, Мгм. считывается очень трудно. Подкашиваются ноги. Это программа, которая была, и отделяется его душа. И он Мгм. постоянно вот как будто бы кровью харкает кровью. Мгм. Так, Когда а это... кто приказал, интересно, его Мгм. убить? И что Кто они на... снимали там? Кто... Вижу, какой-то мужик сидит, вот так, как будто бы на диване, нога за ногу, как будто бы на столе, вот так, знаешь, так вальяжно что-то там попивает, а, Мгм. то ли шампанское, то ли что-то еще, и смотрит на экран. И на экране он видит, как так это транслируют. Мгм. Это транслируют. Вот он это все на таком большом экране, как в телевизоре, он смотрит. А кто это? Кто он такой? А на нем маска одета. Очень смешно. Как будто бы маска такая одета, как будто бы какой-то бык с рогами. Ему приказываю проявиться, кто он на самом деле, назваться. Приказываем ему это сделать. Убрать иллюзии, все маски, принять форму в соответствии его физической ДНК на тот момент. От него, от его пупка идет подключка в сектор интерферентов, в сектор духов, а он взлетает вдруг, как надутый шарик, начинает по комнате летать. Я спрашиваю, сейчас считаю, останавливаю его, Мгм. снимаю эту маску
И смотрю, кто он. А его как будто бы нет. Как мы Считывается его знаем? двойник Путина. Мгм. А вот этот, такой этот, как, Плотником, которого считают с который Беларуси. сейчас там появляется, да. Этот, Как там ее Вася, как этот по-моему. воздушный шарик. А Мгм. почему это он так летает, как воздушный шарик? От него подключка идет черная, его как бы накачивают какой-то черной этой энергией. А кто его хозяин, интересно, у Путина? Так, сейчас. Это Он он отдал считывается, приказ? да, я слышу, воздушная эмболия. А что же это такое воздушная эмболия? Ну, я знаю, что такое диагноз воздушная эмболия. А что это? Ну, чтобы уколоть, и чтобы воздушная эмболия совершилась, это нужно 20 кубиков воздуха ввести. А я не вижу, чтобы там было аж 20 кубиков. Я вижу, что там был какой-то микроукол. Мгм. Возможно, это и там как металлический этот шарик. А воздушные, почему он летает как шарик, этот клоун? Он говорит, Так. меня тут нет, а я ему приказываю отвечать, кто тут есть. Я вижу, что этот двойник Путина, он считывается в резиденции, а за его дверью стоят такие же люди, тоже в таких же эсэсовских костюмчиках. Мгм. То есть и Это он те, сам под охраной стоит, сидит там. То есть как будто бы в апартаментах, там все у него чики-пики, но он сам как, золотая клетка. да. И вот как у Навального, вот так, как эти энергии, крылья, и там такая цепь. Такая же цепь у этого типа Путина. Этого двойника. Мгм. И тянется в сектор магии. А в секторе магии считывается отдал приказ. То есть не он отдал приказ, а отдал Мгм. приказ. Кто на самом деле отдал приказ? А вот этот глазастый, как его, Патрушев. Патрушев. Так, так и мне и шло. Да, вот я Так. его вижу. Мгм. Приказывает ему Патрушеву отвечать, зачем ему нужно было убивать Алексея Навального. Он говорит, что он послал своего двойника. И я вижу, что этот Патрушев, он как марионетка в руках его же этих черных программ. То есть он как бы одержим этими его же Мгм. программами, этими духами. И я вижу, что у него полное разделение идет, его расслоение его личности на Мгм. много ретроспектив. Вот так мне идет. Я вижу, что там, где его ноги, там вот эти его личности, их много. Сейчас 8 штук. Мгм. То есть они там соединяются, но вот так рассоединяются, и вот так как веер. А там, где его безличностное, то есть он Мгм. Ну, в вообще общем, как программа какая-то, то есть там вообще ничего живого нет. И я вижу, что вот эти костюмы эсэсовцев, это как раз и вот этот дух, который из Патрушева вот так выходит. Он называется дух вдохновитель, дух убийца. мгм. Так. Так, я приказываю еще раз этому Патрушеву, зачем ему нужна смерть этого Алексея Навального. Он открывает какую-то красную папку. На этой красной папке такая вообще как, ну, папка, которая, ну,
как книжка, только представь себе, что книжка вот там развернулась, а она вот так как-то, он ее вот так держит, что задняя и передняя ну, вот эти обложки, Я- они вот так, а, а все листочки, вот как у него вот это, как говорится, ретроспектива, вот так вот листочки все вот так вниз, а книжка так висит. На этой книжке, на главной обложке, вот символ, там серп и молот, герб, вот эти колосочки. Это считывается этот герб коммунистический, который был после распада Советского Союза в России. То есть уже не коммунистический этот, а российский, который точно так же повторял все эти атрибуты. Наследие. Да, да. Так, и что это значит? Зачем ему нужна смерть? Просто какова цель? Он говорит, что он утверждает власть Си Цзиньпиня и показывает, что вот эта черная энергия СС, которая с него выходит, там, где ноги, он стоит, а эта энергия идет еще ниже, а там такой котлован. Не котлован, считывается чан. Я когда была в Китае на экскурсии, она уходила в этот дворец императора, и там были такие казаны большие. Мы еще смеялись, что там людей варили. Может, и варили. Может, не Так. знаю, что там делали. А вот вижу вот этот казан такой большой. Мгм. Что это И, значит? Да. и кто-то стоит, и там как будто бы вот так варит юшку и пьет. И я смотрю и вижу, что там такой большой дракон с лицом Си. И у него такой гребень большой с такими вот такими, на голове какие-то желтые, потом пошли такие гребни, такой хвост длинный. Мгм. Так, а что он это варит? Он вдруг там, где вот это варил, он так раз и карту достает. Достает карту. Мгм. Так, И что говорит, это? Мгм. Урал наш. И вижу вот там как будто вот этот Байкал, он как в такой сети, как будто бы его в сеть в такую словили. Мгм. Вот. Этот море Байкальское, да? Байкал, озеро. Озеро. Мгм. Ну, на самом деле это море, да? И вот так вот, Не знаю, может быть, когда-то и карьером был. вот Так. так забирает это, как эта сеточка такая энергетическая, и потянулась она прямо как будто бы по трубам, такие трубы какие-то, как будто бы по горам, такие Мгм. трубы. И я слышу, покатилась вода. Э, Мгм. Воду качает, которые И там продают. Мгм. такая вот эта, как будто бы эта вода выходит такими шарами. А я Мгм. посмотрела, что это такое, и я считывается, что полноценная чистая вода, ну, как бы готовая к употреблению. Мгм. Не надо ее обрабатывать, то есть она цельная сама по себе и очень ценная. Считывается как единственный резервуар пресной воды, чистой. Мгм. Ну, я не в курсе, единственный или нет, но вот так Ну, как-то идет. такого количества, я думаю, нет. Он очень глубокий, Байкал. Так, ну, значит, этот Си. Мгм. Так, а Си как связан с убийством Алексея Навального? А этот Си говорит, вот его морду лица вижу, говорит, что он заварил кашу
ну, Навальный Алексей. заварил кашу, которую как бы должен сам хлебать. Что это за каша? Что он имеет в виду? Этот Си показывает вот так, как Ленин вот это подержался как-то и руку так чух, вот, и показывает вот так на запад, вот так эту черную руку. Четко считывается вот Ленин. Мгм. Считывается идеология протеста. Я слышу идеология протеста против жизни. Коммунистический режим. Мгм. Вот. Со стороны Навальный Алексея. вижу такие... Нет, это М. со стороны Да, Си это со стороны Цзиньпиня. Си, да. А со Си, стороны да. Алексей. Да. А там, где Алексей, я вижу такую картинку, и там эта девушка с его команды выступает. И я слышу, что он заварил кашу. Мгм. Я слышу, погребение России, то есть коммунистической России, вот этого. Становит угрозу самому режиму Си, потому что Навальный разоблачает всю эту коррупцию и всю Коррупция. эту Мгм. структуру, куда это все уходит. И вижу, сейчас пошли такие вагоны, лес идет такими прямо вагонами. Мгм. Понятно. Хорошо. Так, а почему Алексей позволил себя убить? Я слышу, что он увяз в системе. Увяз. Мгм. Сейчас посмотрю, когда это он увяз. Мгм. Я вижу, что вот как Си, вот так, как Ленин, вот так рукой показывает. Вижу интервью Навального, когда он говорит и вот так рукой показывает, что он выезжает с Германии в Россию. Мгм. Это его, я слышу, решение убить себя. Понятно. Он как бы недооценил мерзопакостность этой системы. Мгм. Я заранее понимал, что идет на смерть. Я не знаю, Мгм. понимал ли он, но такое... Так, ну хорошо. Я думаю, все ясно. Да. Так, хорошо. Если Ну, я вот Навальный хочет... вернулась Мгм. к этому, где он там сидит, на этом окне. Он как будто бы застыл в том моменте, когда ему вот это укололи. Там какая-то капелька. Мгм. Вот. Если он хочет, передадим ему алгоритм освобождения, информацию из наших сеансов. Если он хочет, он тоже может освобождаться от контрактов, от воздействий и отдавать карму насильникам. Я ему передаю, что он божественная чистая душа. Ну вот ты говоришь, а у него пространство вот так начинает округляться, то есть появляется его это как энергосфера. И я ему передаю, что он может сейчас выбрать, куда он хочет отправиться по его желанию в самые высокие пространства, если он хочет, где отдыхают души. Мгм. У него привязка к коммунистическому режиму, и я вижу, я слышу, что его это и погубило. Вижу этот мавзолей этого Ленина. Я передаю, что он свободная душа, если он
хочет, он в любой момент может отсоединиться и уйти, и никто не вправе ему помешать. Мгм. Он И я вижу, он смертью. разворачивается Ага, да. и идет, а за ним вот это слышу эти бряцания этих цепей и этих дверей. Я ему передаю, что в каждом моменте, когда он терял свою энергию, когда его пытали, он сейчас может забрать свою энергию, если он хочет. И он говорит: ах, да, Мгм. мы же ему информацию передали. Да. Мгм. Я передаю ему, что он может сделать по его желанию, и никто не имеет права нарушать его свободу воли. И тут кто-то зарычал так громко, какая-то сущность, как будто бы, то есть эти энергии. И я Мгм. передаю ему, чтобы он поднимался в самые высокие пространства, оставлял все это и отдавал карму тем всем преступникам, которые его убили. И вдруг вот эта программа, которая его удерживала, где он сидел вот на окне, вот она ушла, а он вышел с нее. И Мгм. я вижу, появился такой свет, как будто бы это окно открылось. Я ему передаю, чтобы он закрыл портал с обратной стороны, и только он может еще выше, я ему говорю, потому что тут он попал в какую-то ловушку. Я ему передаю, чтобы он был осторожен, и он, если хочет, он может э, посмотреть, куда ведет его вот эта нить божественная, его божественной души, его истинное я. А он, он просит передать его жене. Что передать? А, Кто это говорит? Кто-то говорит: я приду за вами. Я вижу, что это эти программы, которые в нем были, это они говорят. Это не он говорит, это вот они говорят, они так разворачиваются. Типа они говорят, что они придут за вами. За кем за вами? Кого она имеет в виду? Сейчас я посмотрю. Мгм. Я вижу жену, лицо ее. Мгм. Я передаю им, кто это говорит, этим структурам, пусть забирают все их воздействия, они нарушают коны Вселенной, находятся в секторе магии по отношению к семье Навальных, по отношению к живому человеческому пространству, по отношению к живой Вселенной, и пусть забирают карму и применяют ее к ним К же. ним же. Мгм. Все И пусть притязания сварятся в той пусть каше, забирают. которую Мгм. они заварили для Навального и для всего мира, и для всей России, и для Украины. Пусть сами эту кашу и едят сейчас. Мгм. И этот шарик, который там летал, вот этот типа Путин, почему он шарик? Просто летает, вот так поднялся и над потолком висит, как Мгм. пустышка такая. Вот Ага. считывается, как пустышка. И вдруг его так пах, и как бы вмяло прямо в этот диван, где он сидел. Мгм. Я передаю, что вообще-то мир все обо всех знает. И приказываем убирать им карму за развязание войны. И Всем этому этим. Си Мгм. за его воздействие, и за войну, и за все убийства, и за каждую живую душу а, пусть он принимает карму, а также каждый, кто и этот Патрушев, и эти все, кто принимает участие и отдает преступные приказы, и тот, кто приказал убить Навального. И я вижу, как вот это его так,
как будто бы душила, как будто бы воздуха ему не хватало. И это у него вот так эта рука уходит, вот, Мгм. и возвращается. Карму никто не отменял. А пространство Навального тоже открывается, и он пошел. А вот эта М. нить, которая вот его душила, она ушла, уходит. Я передаю, чтобы... Вот она полетела в портал. Я все это очищаю. Мгм. Он благодарит меня. Мгм. Он сказал, благодарю Вика. Хорошо. Я ему говорю, что он нас расстроил очень его решением. Вот. Ну, Ну, ладно, пусть идет. Самое светлое пространство. в следующем воплощении сделает лучше. Да. Возможно. Все в его воле. Да, он скоро вернется. Мгм. Хорошо. Обличительную эту информацию передаем в эфирное пространство семье Навального, адвокату его и тем органам, которые хотят раскрыть это дело. Всем насильникам призываем силы кармы. Зло есть зло, и пусть они получают по конам Первого Творца. Приказываем убирать ихние все маски, все иллюзии. Они должны показывать свои лица и их дела, что они в действительности делают, и нести ответственность за их дела. Всей этой системе приказываю забирать их воздействие с чистого сознания человечества. Всё. Хорошо. Мгм. Оставляем эту информацию. Я все пространство чищу. Очищаем пространство, поднимаемся вверх. Да. Все хорошо. Мгм. Хорошо, Виктория, отсоединяйся от всех и всего, Мгм. проверяй твое личное пространство. Да, все чисто. Хорошо, наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, светом. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговаривать, будешь себя чувствовать великолепно.